Вы на канале «Горизонт событий». Планета меняется быстрее, чем мы успеваем за ней следить. Сегодня 6 июня, и прямо сейчас вы увидите главные природные аномалии, катаклизмы и чрезвычайные происшествия, которые потрясли мир за последние 24 часа. В Атбашинском районе Нарынской области Кыргызстана выпал снег. Высота снежного покрова на отдельных участках пастбищ достигает 20 сантиметров. На участке с 445 по 544 километр автодороги Балыкчи-Нарын-Торугард высота снежного покрова достигла 25-35 сантиметров. Обильный снегопад осложнил работу чабанов в высокогорной долине. В настоящее время возникает вопрос обеспечения скота кормами на летних пастбищах. Из-за большого количества снега затруднено движение транспорта по внутрихозяйственным дорогам и маршрутам, ведущим к зимовкам. В связи с резким ухудшением погодных условий в горных районах МЧС призывает водителей быть предельно внимательными при движении по перевальным участкам. В мексиканском муниципалитете Тепиако в штате Пуэбло в районе Сан-Хуан-Негретте взлетел на воздух подпольный склад горючего. Как сообщают местные СМИ, в результате взрыва уничтожены сразу 4 автоцистерны со сжиженным газом. Гигантский огненный гриб и столб черного дыма взметнулись на десятки метров вверх, а грохот детонации сотряс жилые кварталы. Огонь бушевал в опасной близости от социальных объектов. В зоне поражения оказались школа и больница, поэтому в целях безопасности всех оттуда эвакуировали. Также под эвакуацию попали студенты соседней подготовительной школы. Всего из опасной зоны вывели около 2000 человек. В результате ЧП серьезные травмы и ожоги получили как минимум 3 человека. Пожарные несколько часов проливали уцелевшие резервуары, чтобы не допустить новых взрывов. По предварительным данным следствия, на объекте незаконно хранили и разливали ворованное топливо. В то время как большая часть Европы готовится к летнему сезону, в высокогорную Швейцарию внезапно вернулась зима. Утром в пятницу популярный альпийский перевал Флюэла, соединяющий Давос и Суш на высоте почти 2400 метров, оказался погребен 20-сантиметровым слоем свежего снега. Удивительно, но эту важную транспортную артерию кантона Граубюнден открыли после зимней спячки в конце апреля. И хотя для швейцарских Альп кратковременные летние снегопады не являются аномалией, столь мощный циклон в начале июня застал врасплох многих автомобилистов и туристов, переобувших машины на летнюю резину. На данный момент трасса остается открытой для проезда, однако водителей настоятельно просят соблюдать предельную осторожность из-за гололедицы. Крупный камнепад заблокировал движение на альтернативной автодороге север-юг в Кыргызстане. Чрезвычайное происшествие случилось на горном участке в Джалалабадской области, где под удар стихии попал отрезок с 270 по 271 километр. По счастливой случайности никто не пострадал, поврежденных автомобилей также не зафиксировано. В зону обвала была стянута техника и мобилизованы бригады дорожно-эксплуатационного предприятия. Силами дорожников огромные валуны удалось убрать с проезжей части и восстановить безопасный проезд для автотранспорта. На Тайване бушует непогода. Проливные дожди превратили улицы крупного портового города Гаосюн в бурлящие реки. Причиной экстремальной ситуации стал атмосферный фронт, усиленный юго-западными ветрами и зоной низкого давления, которая сместилась в сторону острова. Центральное метеоуправление Тайваня еще накануне объявило штормовое предупреждение, но масштабы выпавших осадков застали мегаполис врасплох. За несколько ночных и утренних часов в отдельных районах города зафиксировано свыше 70 мм осадков. Потоки воды заблокировали основные городские магистрали, превратив их в судоходные каналы. В горных и прилегающих к ним районах Гаосюна ситуация еще сложнее. Из-за угрозы внезапных оползней и селей экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели призывают жителей не покидать дома без крайней необходимости и полностью отказаться от поездок в горную местность.
Синоптики предупреждают, что атмосфера над регионом остается крайне нестабильной. Жителям Южного Тайваня стоит приготовиться к новой волне затяжных ливней и гроз, которые принесет активный сезонный фронт. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 5 июня на Филиппинах в 21 час 57 минут по местному времени. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, эпицентр находился в 15 километрах к юго-востоку от муниципалитета Санто-Доминго в провинции Альбай. Очаг залегал на мелководье в 9 километрах от поверхности. Сильнее всего подземные толчки ощущались в самом Санто-Доминго и близлежащем городе Легаспи, где интенсивность сотрясений достигла 5 баллов. В Легаспи от сильной тряски зашатался мост в барангае Лапу-Лапу, а с холма Капунтукан на проезжую часть набережной обрушился который местным пожарным бригадам пришлось оперативно убирать прямо ночью. Сообщается также о трещинах на дорогах на острове Каграрай в городе Бакакай. Колебания почвы разной степени интенсивности ощущались по всему региону Бикол, включая провинции Сарсагон, Камаринес-Сур и Камаринес-Норте. Инженерные группы продолжают оценку структурной целостности правительственных зданий и ключевой инфраструктуры. Сильнейший за последние годы ливень обрушился на самый южный город США Ки-Уэст. Протяженный шлейф тропической влаги и медленно двигающийся холодный фронт привели к выпадению экстремального количества осадков. По данным Национальной метеорологической службы, в Ки-Уэсте за 1 час в районе международного аэропорта города выпало около 76 мм осадков, а в отдельных районах острова суточные показатели достигли и вовсе 150-200 мм. Для Ки-Уэста этот ливень стал самым сильным со времен разрушительного урагана Иэн в сентябре 2022 года. Стихия побила старый суточный рекорд осадков этого дня, установленный еще в 1991 году. Потоки воды перегрузили городские ливневые системы и превратили улицы и прилегающие бульвары в бурные реки. Уровень воды достигал 60-90 сантиметров. Дополнительную опасность для региона составили многочисленные грозовые разряды, из-за чего было введено экстренное штормовое предупреждение. Власти округа Монро призвали водителей отказаться от поездок через затопленные участки дорог, поскольку глубина скрытых под водой промоин может быть опасной. Метеорологи предупреждают, что нестабильная погода на юге Флориды сохранится в течение ближайших дней. В четверг грозовая суперячейка накрыла приграничную деревню Гланербрюк в муниципалитете Энсхеде в Нидерландах. По данным Национальной метеослужбы, радар зафиксировал сильное вращение внутри облака, что указывало на прохождение локального, но крайне интенсивного торнадо. Внезапный удар стихии превратил жилые кварталы в зону бедствия. Ветер буквально с корнем вырывал деревья, сносил заборы и крыши. Серьезно пострадало здание католической начальной школы де Трубадур, на территории которой буря повалила крупные деревья, из-за чего спасателям пришлось перекрывать весь прилегающий район. На месте происшествия продолжают работать десятки бригад экстренных служб и коммунальщиков, которые разбирают завалы. По официальным данным, несмотря на разрушения, обошлось без пострадавших. Северные и северо-западные регионы Греции оказались под ударом мощнейшего и крайне агрессивного грозового фронта. По сообщениям греческой метеослужбы, стихия обрушила на регионы Македонии, Эпира и Фракии колоссальный объем осадков, сопровождавшийся аномальной электрической активностью и локальным выпадением крупного града. Основной удар пришелся на второй по величине город страны – Салоники, а также прилегающие горные районы, где за считанные часы выпала многомесячная норма осадков. Ситуацию усугубил сильнейший град, который за несколько минут покрыл слоем льда сельскохозяйственные угодья, нанеся колоссальный ущерб фермерским хозяйствам. Шквалистый ветер валил деревья и обрывал линии электропередач, оставив без света тысячи домов. Спасательные службы Греции переведены на круглосуточный режим работы, муниципальные бригады расчищают забитые ливневые стоки и откачивают воду из подтопленных жилых массивов.
Синоптики предупреждают, что нестабильная воздушная масса продолжит смещаться на восток, неся в регионы риски новых подтоплений. В Индонезии на острове Флорес проявил активность один из самых опасных вулканов региона – Левотуби-Лаки-Лаки. В пятницу гигант произвел серию мощных выбросов. Раскаленная лава и столбы густого серого пепла взметнулись на высоту до 2,5 километров над кратером, а шлейф дыма начал стремительно распространяться в западном и северо-западном направлениях. Из-за плохой видимости и угрозы попадания пепла в авиационные двигатели власти объявили бесполетную зону, полностью парализовав работу ближайшего аэропорта имени Франциско Ксаверия Седы в городе Маумере, расположенном в 60 километрах от вулкана. На данный момент для вулкана Левотуби-Лаки-Лаки сохраняется 3-й уровень опасности. Вход в 5-километровую зону отчуждения вокруг кратера запрещен. Сильнейшие ливни, грозы и шквальный ветер обрушились на Бухарест и прилегающий уезд Илфов. По сообщениям румынской службы чрезвычайных ситуаций, под ударом стихии оказались более десятка населенных пунктов в 7 уездах страны, но главный удар стихии пришелся именно на столицу. Национальная метеорологическая администрация Румынии ввела оранжевый, а в отдельных пригородных районах, таких как Пантелеймон, и вовсе максимальный красный уровень опасности. Всего за час выпало больше 50 мм осадков. Городская ливневая канализация не справилась с объемом воды, из-за чего основные дороги превратились в бурные реки. Вода стремительно затапливала подземные парковки, нижние этажи и подвалы жилых домов, вынуждая местных жителей спасать свое имущество. Ситуацию усугубил сильный ветер, который массово валил деревья на проезжую часть и тротуары, блокируя движение транспорта. Пожарные и спасатели совершили десятки экстренных выездов для откачки воды из низин и расчистки завалов. Сообщений о погибших не поступало, однако нанесенный городской инфраструктуре и частному сектору ущерб еще только предстоит оценить.